Всем привет! Мы снова на чемодане и в новой стране Кипр. В этом видео впервые заселимся в 4-звездочный отель только для взрослых, покупаемся в бассейне, а также в бухте Занда-Бэй, покатаемся на водных аттракционах, насладимся вкусной, здоровой пищей и не очень. Побываем на самом красивом и знаменитом пляже острова. Прогуляемся по молодежному курорту Айянапа, посмотрим, как выглядит парти Майли днем и дойдем до моста влюбленных. Сделаем морскую прогулку на кораблике, восхитимся красотой воды, бухтами и даже увидим морскую черепаху. А также покатаемся на квадроциклах. Кипр – это третий по величине остров в Средиземном море, размером примерно 240 на 100 километров. Самый ближайший географический сосед – Турция. Остров разделен на две части – северную и южную, и управляется двумя странами – Турцией и Грецией. Между ними и даже через столицу Никосия проходит огромный высокий забор, который разделяет ее пополам. На острове есть 3 международных аэропорта – один на турецкой и 2 на греческой стороне. Мы летим в самый крупный аэропорт Ларнака. Прямые перелеты занимают около 4 часов. Наш полет был с пересадкой в Греции. В аэропорту мы воспользовались заранее забронированным трансфером, который обошелся нам в обе стороны 100 евро. Уже через полчаса мы были в отеле. Это 2 4-этажных корпуса и небольшая территория вокруг. Полный обзор отеля уже есть на моем канале. На территории есть 2 бассейна, один из которых главный и очень красивый, с постепенным набором глубины и водным баром. А также есть джакузи, зонтики и шезлонги. Небольшая сцена для вечерних шоу и анимации. Завтраки и ужины проходили в буфет-ресторане, обеды по системе а-ля карт на улице у бассейна. До песчаного пляжа и бухты с прозрачной водой всего 2 минуты пешком. Вода здесь очень теплая и спокойная. Особенностью Кипра является то, что пляжи здесь все муниципальные. И хотя стоят здесь отели прямо на пляже, но все шезлонги и зонтики принадлежат городу. За 2 лежака и зонтик вам придется заплатить 10 евро. Полежать на полотенце и поставить свой зонт никому не запрещается. Песок здесь мелкий, желтый и очень приятный. Играют стар и млад с большим удовольствием. Вход в воду очень пологий, для семей с детьми просто сказка. Темные пятна в воде – это водоросли, которые легко можно обойти. Кроме того, каждый четверг их вылавливают сетями. Если пройти от пляжа чуть левее и подняться на скалистый берег, можно насладиться Средиземным морем, а также видом на бухту сверху. Еще 200 метров дальше находится следующий пляж Парнера-Бич. Здесь же есть подводный музей Мусан. Ну а дальше как в сказке. Пойдешь направо, найдешь лучший пляж острова. Всего 20 минут пешком по бетонной извилистой дорожке, и мы уже в самом известном, красивом и тусовочном месте Кипра. Пляж получил свое название из-за небольшого необитаемого островка, расположенного прямо у его побережья. Слово «Ниси» в переводе с греческого языка означает «остров». По сути, название этого пляжа – пляж с островом. Песок здесь мельче и намного светлее, что дает морю карибский цвет. К сожалению, под песком во многих местах большие острые камни. При прогулке по такому пляжу можно очень сильно пораниться. Будьте внимательны. Этот пляж продолжительностью около 500 метров можно разделить условно на 2 части.
Слева более спокойная, семейная. Справа, ближе к острову, тусовочная, молодежная. Именно здесь расположились основные пляжные бары с диджеями и пенными вечеринками. А в этом месте есть песчаная коса, по которой в отлив можно дойти прямо до острова. Эта особенность и является визитной карточкой Кипра и этого пляжа. Именно эти фотографии вы увидите, если зададите в поиске Кипр. Пляж очень красивый, а вход в воду пологий. Остров защищает пляж от морских течений и ветров. Здесь есть аренда шезлонгов и зонтиков, бесплатные туалеты, душевые, кабины и раздевалки. Но учтите, уединиться здесь не получится. Это очень популярное место, и чем позже вы придете, тем больше народу появится здесь. В районе Айанапа пляжи считаются самыми красивыми, и на этом они не заканчиваются. Сразу за Ниси-Бич начинается Адам-Бич. За ним следует дальше Ланда-Бич и в самом конце Макронисос-Бич. Пешеходная дорожка в Айанапе тянется вдоль живописного морского побережья. Она связывает соседние пляжи, отели и тихие бухты, предлагая отличный маршрут для прогулок пешком или на велосипеде. По пути встречаются пальмовые аллеи, зоны отдыха, небольшие церкви у моря, а также выходы к кафе и ресторанам на главной улице Нисси. Ну а мы тем временем вернулись в свою небольшую бухту, которая нам понравилась своей кристально чистой и спокойной водой, а также здесь не было огромных толп туристов. Справа у скалистого берега можно было поплавать с масками и понаблюдать за морскими обитателями. В один из отпускных дней было объявлено штормовое предупреждение. Все морские экскурсии были отменены. Самые смелые прыгали и веселились на волнах, которые разбивались на отмели в 100 метров от берега. Дети же и такие пловцы, как я, могли спокойно плавать недалеко от кромки воды. Улицы Айанапа выглядят как настоящий курорт. Прокаты автомобилей, магазины, сувенирные лавки, бары, рестораны, обмен валют. Все очень чисто и ухожено. Дороги хорошего качества, широкие, с левосторонним движением. Остров долго находился под управлением Великобритании, которая принесла свои дорожные стандарты, включая правую посадку в автомобилях и движение по левой стороне. К моменту получения независимости в 1960 году местное население и транспортная система уже полностью привыкли к левостороннему порядку, поэтому его решили не менять. Вывески на улицах, если вы обратили внимание, на английском и русских языках. А это граффити посвящено советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину. В самом центре Айанапы, буквально в шаговой доступности друг от друга, находятся главные религиозные достопримечательности города. Церковь Пресвятой Богородицы – это новый большой действующий православный храм, построенный всего в 1994 году. Храм полностью расписан византийскими фресками от стен до купола. Здесь проходят регулярные службы, венчания и крещения. Чуть выше стоит монастырь Айанапы, возведенный около 1500 года в виде средневекового замка. Сейчас монастырь работает как бесплатный музейный комплекс. К сожалению, во время нашего посещения он был закрыт. Прямо у южных ворот монастыря стоит огромное легендарное дерево, которое является памятником природы. Этому фикусу более 600 лет, потому является одним из старейших деревьев Кипра. Это настоящий великан. Его высота достигает 26 метров, а обхват 7 метров. Это священное дерево часто упоминается в Библии. В древности люди верили, что оно обладает сильной защитной энергетикой. В нескольких метрах от него совсем не святое место. В этом квартале плотно сконцентрированы десятки ночных клубов, баров, пабов и ресторанов. Ночная жизнь в квартале кипит с июня по сентябрь, а развлекательная программа продолжается до самого рассвета. Из центра Айанапы мы решили прокатиться на автобусе до следующей достопримечательности. Проезд нам обошелся в 2 евро. Через 10 минут мы оказались в Музее современного искусства под открытым небом.
Он расположился на скалистом холме в восточной окраине курорта. Вход в парк абсолютно бесплатный. Здесь выставлены более 300 статуй мастеров со всего мира, включая произведения мифических существ и древних богов. Экспонаты выполнены из мрамора, известняка, металла и дерева, и с каждым годом пополняются. Мы с интересом рассматривали статуи и отгадывали их названия. На территории парка практически нет тени. Приезжайте на прогулку ранним утром или после 18 часов, чтобы избежать сильной жары. Скульптурный парк плавно переходит в парк кактусов и суккулентов, а прямо под холмом находится знаменитый мост влюбленных, куда мы сейчас и направляемся. Еще одним бонусом посещения парка является вид на Средиземное море. Через 5-7 минут ходьбы мы уже в самом романтичном месте Кипра. Мост влюбленных – это живописная природная арка, которая берет свое начало на берегу и уходит прямо в кристально чистое бирюзовое море. В целях безопасности туристов на мост заходить строго запрещено из-за риска обрушения древней скалы. На входе установлены ограждения и предупреждающие знаки. Красивые панорамные снимки получаются со смотровой площадки на берегу рядом с аркой. Садимся на автобус и назад в отель. Как я уже сказала ранее, обеды у нас в отеле были по системе а-ля карт. Мы всегда заказывали разные блюда и за время отпуска успели попробовать почти все. На следующий день мы отправились на морскую экскурсию из порта Протарас. Это соседний курорт, граничащий с городом Айанапа. Здесь есть множество киосков с экскурсиями на любой вкус. Цена зависит от размера и модели корабля, а также от предлагаемого сервиса. На буклетах мы увидели цену даже за 10 евро. Так что смело приезжайте в порт и выбирайте, что вам по душе и по карману. Нашу экскурсию мы взяли в уличном агентстве недалеко от нашего отеля. В цену был включен трансфер, 3-часовая прогулка на корабле с 2 остановками для снорклинга. А вот и наш корабль «Святой Георгий-1». Небольшое судно с нижней и верхней палубой вместимостью около 40 человек. Мы прибыли самыми первыми, так как трансфер привез нас за полчаса до официальной посадки. У нас был выбор – за это время осмотреть пляжи курорта Протарас или добраться на моторной лодке сразу на корабль, который стоял в нескольких сотнях метрах от причала. На что мы с радостью и согласились. За это время мы успели осмотреться, выбрать для нас самые удобные места, а также пофотографироваться. Корабль постепенно заполнялся, а мы наслаждались красотой и прозрачностью Средиземного моря. Первой остановкой нашей экскурсии будет город-призрак Фамагуста. До 1974 года это был роскошный курорт мирового уровня. После турецкого вторжения район опустел, был обнесен колючей проволокой и превращен в закрытую военную зону. В последние годы часть территории открыли для пеших прогулок и туристов. Двигаясь вдоль побережья, проплываем мыс Греко, мост влюбленных и морские пещеры. Следующая остановка в бухте с дикими зелеными морскими черепахами. Когда все желающие оказались в воде, команда корабля покрошила хлеб, чтобы приманить морских обитателей. Мы увидели несколько стай рыб, которые не испугались скопления людей и пришли полакомиться. Как только все поднялись на борт, капитан заметил морскую черепаху. А дальше по ходу движения мы в первый раз увидели летучих рыб. Здесь на видео, к сожалению, смотрится просто как морские капли.
Они были не очень крупные и напомнили мне стрекоз. Далее мы подплывали совсем рядом к скалам, чтобы рассмотреть морские пещеры, церквушки и природные мосты. Вода здесь невероятных оттенков, от светло-голубого до зеленовато-синего. А если плывет лодка, то кажется, как будто она парит в воздухе. Наконец мы прибыли на вторую точку снорклинга в Голубую лагуну. Здесь каждый нашел занятие по душе. Кто-то плавал, кто-то катался с горки, а Женя начал тренировать свои прыжки в воду. Остановка закончилась, и мы возвращаемся. С музыкой и с танцами время пролетело незаметно, и вот мы уже в порту. Далее хочу рассказать вам немного о экскурсии на квадроциклах. Маршрут проходил вдоль побережья, сначала по асфальту, потом по грунтовой дороге. Группа состояла примерно из 10 квадроциклов. Вокруг немного растительности, но отличные виды на Средиземное море. По дороге заезжаем к местным святыням, старинной церкви и часовне на краю скал. Вот, реставрированная. Кто-то Стефания или кого, я точно не знаю. Сказали, что в платках женщинам заходить. Все в такой православном стиле. Вот Николай, Афина, Эйприн. Все святые, Георгиус. Самым красивым местом этой экскурсии оказался мыс Греку и его обворожительные морские пещеры. Согласно многочисленным легендам и историческому контексту, морские пещеры Кипра использовались пиратами и контрабандистами в качестве тайных убежищ и складов для награбленного золота. Многие местные жители до сих пор неофициально называют их пиратскими пещерами. Наш отпуск подошел к концу. Мы увидели самую малую часть этого необычного острова. Курорты Айянапа, Протарас, Лимассоль или Пафос не оставят вас равнодушными. Ссылки на все наши экскурсии оставлю в описании. Если видео вам оказалось полезным, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Приятного вам отдыха. Все, пока.